Имя Карлоса Кастанеды известно многим, но многие находятся в заблуждении относительно того, о чем на самом деле писал Кастанеда. Он писал о пути воина. Жизненным центром пути воина является любовь к земле и всему живому. Любовь к земле и всему живому – это самый главный секрет воина. Но что такое путь воина и почему любовь к земле является самым главным секретом воина на пути? И самое главное, как путь воина и любовь могут быть применены любым человеком, чтобы улучшить навсегда свою повседневную жизнь. В этом видео мы ответим на эти вопросы ясно, прозрачно и понятно. В конце видео вы так же, как Кастанеда, овладеете пониманием главного секрета воина духа, который был открыт Карлосу его учителями Доном Хуаном и Доном Хинара во время их последней встречи на этой земле. Доктор Карлос Кастанеда был одним из самых загадочных авторов 20 века. Он оставил описание мировоззрения, которое в философском смысле несомненно повлияло на ход развития европейской цивилизации в новейшей истории. Эту философию он назвал нагвализмом, магией или путем воина. Сам Кастанеда прошел по пути воина. Именно поэтому его называли Нагваль или проводник. Путь воина, согласно Нагвалю Кастанеде, опирается на эффективность, силу и счастье, здоровье, юмор и разумность. Цель творчества Кастанеды, как автора и литератора, донести мысль о том, что мир – это не череда серых дней, а самая таинственная загадка, правильно взаимодействовать с которой – долг каждого человека. Целью работы Кастанеды как мага и Нагваля было оживление великой идеи того, что на пути познания человеком должна двигать любовь, и в первую очередь любовь к земле. Чтобы дойти до самого полного понимания главного секрета воина на пути, его любви к земле, мы начнем с описания 6 ключевых принципов пути воина. Это то, о чем на самом деле писал Кастанеда в своих книгах. Эффективность. Согласно нагвализму, человек обладает магической силой, которая управляет энергией. Эта сила называется вниманием. У человека есть два внимания. То, которым он пользуется в обычной жизни и которое называется первым вниманием или тоналем, и то, которым он перестал пользоваться в результате своей социализации. Это внимание называется вторым вниманием или нагвалем. Тональ основывается на интеллекте человека и отвечает за связь с повседневной жизнью. Нагваль способен связать человека с его внутренней сутью и опирается на чувства. Кастанеда писал, что человек должен объединить тональ с нагвалем, ведь именно так каждый может обрести свою целостность как магическое существо и стать счастливым. Когда человек целостен, он эффективен. Порядок в жизни человека, а именно в его делах, личной и социальной жизни, а также бережное отношение к здоровью физического тела и к окружающей природе, согласно магам, упорядочивают тональ и делают его сильным. Сильный тональ помогает человеку раскрыть нагваль. Моей обязанностью было помогать тебе во всем, что относится к твоему тоналю, и все мои действия в отношении тебя служили одной единственной цели – чистке и приведению в порядок твоего острого тональ. Упорядоченный тональ делает воина эффективным. Эффективность позволяет воину разумно обращаться со своей энергией и направлять ее в сферы жизни, которые дают возможность воину раскрыть нагваль, и через которые воин взаимодействует со своим духом. Маги называют этот процесс обучение. Постоянно обучаясь в жизни, воин учится жить. Эффективность – это основа, на которую опирается воин в своем перманентном обучении. Благодаря эффективности человек может найти путь, у которого есть сердце, и стать воином духа. Быть воином – это самый эффективный способ жить. Сила и счастье. Нагвализм говорит, что с человеком постоянно взаимодействует неописуемая структура, которая является источником жизненных сил человека. Эта структура – человеческий дух. Дух взаимодействует с каждым посредством знаков и наделяет каждого силой, которая поддерживает жизнь в физическом теле, а также движет человеком по направлению к собственной цели, раскрывая его творческое начало, без которого эта цель не может быть достигнута. Задача воина – искать силу от своего духа. Чтобы взаимодействовать с силой, необходимо быть неуязвимым. Неуязвимость означает делать лучшее, что можешь, во всем, во что ты вовлечен. Сила дает нам согласно нашей неуязвимости. Для магов сила и счастье являются тождественными понятиями,
Поэтому под счастливой жизнью маги понимают наполненное силой человеческое существование. Каждый из нас либо сам делает себя несчастным, либо сам делает себя сильным. Объем работы необходимый и в первом, и во втором случае один и тот же. Интересно, что в славянских языках слово «счастье» означает «соучастие». Счастливый человек – это тот, кто принимает соучастие в глобальном и грандиозном эволюционном процессе мироздания через раскрытие взаимосвязи с собственным духом. Благодаря этой связи человек становится неуязвимым, искренним и полностью вовлеченным в то, чем он занят. Такой образ жизни маги называют «путь, у которого есть сердце». Путь с сердцем – это путь счастливого и сильного человека. Если у этого пути сердце, если есть, то это хороший путь, и если нет, то от него никакого толку. Один путь делает путешествие по нему радостным, другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой уничтожает тебя. Здоровье. Основа, на которую опирается воин на своем пути, это сила и здоровье его физического тела. Согласно Нагвалю Кастанеде, тело должно быть в здоровом состоянии и не быть отравленным никакими ядами и наркотиками. В противном случае, отравленное ядами тело делает тональ человека слабым. Слабый тональ не позволяет человеку взаимодействовать с Нагвалем и лишает его способа обрести свою целостность. Существует стереотип, что доктор Кастанеда писал о необходимости наркотиков на пути знания. Это клише не соответствует действительности. Под их воздействием восприятие мира становилось настолько необыкновенным и впечатляющим, что я поневоле пришел к выводу: состояние необычной реальности – единственный путь к постижению и освоению того знания, которое пытался мне передать Дон Хуан. Однако я ошибался. Тот необычный эффект, который оказали на меня психотропные растения, стал основой моего вывода, что их использование является ключевым моментом в учении. Я держался за это убеждение и лишь в последние годы своего обучения сообразил, что все осмысленные трансформации и находки магов делаются только в состоянии трезвого сознания. Журналист, как вы думаете, возможно ли выбраться за пределы интерпретации при помощи психоделических средств? Кастанеда: я так не думаю. Здоровое и избавленное от ядов и наркотиков физическое тело обеспечивает человека энергией для упорядочивания повседневной жизни и приведения своего тоналя в порядок. Здоровье тела – это воплощение силы духа в теле, это результат гармоничного взаимодействия с духом и миром. Здоровье физического тела – это основной ресурс, на который опирается воин в своей жизни на земле. Поэтому воины духа не употребляют ни ядов, ни наркотиков. Юмор. Воины духа говорят, что единственный реально существующий дьявол на этой земле – это человеческая глупость. С точки зрения магии, глупость – это приобретенный человеком изъян и следствие слабого тоналя, через который из жизни человека убывает сила и энергия. Чтобы победить этот изъян, маги пользуются юмором. Но юмор не должен быть ни злым, ни циничным, ни опасным. Воин смеется не над миром, воин смеется вместе с миром. Глупость парализует и цементирует тональ, вынуждая человека концентрироваться на одном и том же. Глупость – это состояние полной стагнации и паралича, при которых человек теряет связь со своим творческим началом. Юмор над собственной глупостью позволяет воину убрать фиксацию на тонале, стать гибким и избавиться от ограниченности. Ограниченность лишает адекватности и чистоты восприятия действительности. С помощью юмора маги выходят из-под давления обстоятельств и обретают легкость. С легкостью приходит гибкость и ясность. Чтобы взаимодействовать с духом, необходимо быть гибким и обладать ясностью разума. Нужно освободиться от глупости и ее паралича, которые растворяются под действием юмора. Избавляясь от собственной глупости, мы способны действовать и проявлять лучшее в нас. Когда мы проявляем лучшее в нас, мы взаимодействуем со своим духом. Дух прислушивается только тогда, когда тот, к кому он обращается, говорит жестами. Эти жесты не означают знаки или телодвижения. Это действие истинной непринужденности, действие величественности, юмора. В качестве жестов духа маги проявляют все лучшее в себе и молча предлагают это абстрактному. Разум. У воина максимально трепетное отношение к разумности. Воин отличает рассудок и разум.
Первый делает вещи логичными и позволяет людям ориентироваться в мире. Второй представляет собой восприятие, которое делает воина эффективным. Разум восстанавливает связь с духом, которая на пути воина называется безмолвным знанием. Нагваль Элиас заверил Дона Хуана, что только те человеческие существа, которые являются образцами разума, могут легко сдвигать свою точку сборки и быть образцами безмолвного знания. Разум позволяет воину обучаться, а обучение структурирует тональ, позволяет взаимодействовать с Нагвалем и расширяет внимание и восприятие. Восточная философия говорит, что человек приобретает бессмертие в обучении, а разум и обучение делают воина бессмертными. При этом маги трепетно относятся к академическому образованию, как к механизму познания и обучения, доступному любому современному человеку. Академическое образование позволяет развить интеллект, сделать его острее и применить силу интеллекта для того, чтобы найти путь, у которого есть сердце. Острый ясный интеллект открывает двери к абстрактным категориям и при этом сохраняет ясность восприятия действительности. Область духа – область абстрактного. Без развитого, острого и ясного интеллекта человеку суждено потеряться в области абстрактного и не достигнуть истинной духовности. Я не была чем-то необычным, поэтому они дали мне приказ ходить в университет и получать образование как часть обучения магии. Мне пришлось понять не только поверхностный глянец того, что такое магия, а то, что она в действительности влечет за собой. И для этого у вас должен быть очень острый интеллект и глубокое образование, чтобы уметь понимать эти концепции. Любовь – главный секрет воина. Любовь является основой пути воина. В конце обучения Кастанеды его учителя Дон Хуан и Дон Хинара открыли самый главный секрет пути воина. Они рассказали ему про любовь к земле. Только если любишь эту землю с несгибаемой страстью, можно освободиться от печали. Воин всегда весел, потому что его любовь неизменна, и его возлюбленная – земля обнимает его и осыпает его невообразимыми дарами. Печаль – удел лишь тех, кто ненавидит эту землю, дающую укрытие всем живым существам. Для магов земля – живое существо, которое защищает мага от опасности и является ему поддержкой. При этом земля дает импульс воину для раскрытия своих магических способностей. Он объяснил, что ключом ко всему называет непосредственное знание того, что земля – живое существо, и, будучи таковым, способна дать воину мощнейший толчок. Маг живет в полном согласии и любви с землей, испытывая к ней благоговение и трепет. Маги говорят, что печаль и боль, в которых очень часто живет обычный человек, растворяются благодаря нежной любви к земле. Любовь к земле дает воину свободу. Это и есть главный секрет пути воина духа и последний урок, который получает ученик на пути знания. Только любовь к этому великолепному существу может дать свободу духа воина, а свобода – это радость, эффективность и отрешенность перед лицом любых препятствий. Это последний урок. Его всегда оставляют на самый последний момент. Восточная философия рассматривает Землю как живое существо со своей духовной эволюцией. Мудрость Востока говорит, что Земля эволюционирует тем быстрее, чем быстрее эволюционирует все человечество и каждый человек по отдельности. Это работает и в обратную сторону. Земля поддерживает человека в его физической жизни и на его духовном пути. Как младенец начинает ходить, опираясь на землю, так и духовный поиск начинается с того, что человек выстраивает свою связь с землей. Через любовь к земле человек учится любить все живое, пробуждая свои самые глубокие чувства. Проблемы, в которых живет человек, являются следствием его бесчувственной жизни. Как правило, жизнь обычного человека наполнена событиями, но не наполнена чувствами. И в самую первую очередь в человеческой жизни будто нет места чувствам к земле. Именно поэтому люди в большинстве своем живут неосознанной и безответственной жизнью. Без трепетных, радостных и любовных чувств к земле человек гонится за программами и миражами, которые сами по себе не привносят импульсов настоящей жизни в его повседневность. Каждый оживает лишь в то мгновение, когда в его жизни появляются светлые чувства. Только чувства соединяют человека с вечностью, в которой пребывает его бессмертный дух. Пробудить чувства способна любовь к земле. Об этом говорят воины и маги. Любовь Хинара – этот мир. Он только что обнимал эту огромную землю, но поскольку он такой маленький, то все, что он может сделать, это только плавать в ней.
но Земля знает, что он любит ее и заботится о нем. Именно поэтому жизнь Хинара наполнена до краев, и его состояние, где бы он ни был, будет изобильным. Хинара бродит по тропам своей любви, и где бы он ни находился, он полный. Друзья, скажите, понимаете ли вы, что такое любовь к Земле, и знаете ли вы, как ее ощутить? Напишите нам в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы более глубоко раскрыли тему главного секрета пути воина – любви к миру и всему живому. Воин любит не только Землю. Через любовь и трепетное отношение к миру и Земле воин уничтожает в себе чувство собственной важности. Чувство собственной важности мешает каждому найти путь с сердцем и выполнить свое предназначение. Избавляясь от чувства собственной важности, воин становится защищен и недостижим для горести и бед мира, потому что воину ничего не нужно ни от мира, ни от людей. Ему нужна только сила своего духа. Открытый силе духа, воин растворяется в любви к Земле и всему живому. Поэтому воин относится с трепетом к миру и людям, обретая истинную свободу, воспаряя на крыльях своего духа над печалью и болью. Это и есть главный секрет неуязвимости воина и его последний урок на этой земле. Быть недостижимым значит бережно прикасаться к окружающему миру, не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню, не подставляться без необходимости силе ветра, не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь. Философия Кастанеды представляет собой глубокий взгляд на мир и на себя в этом мире. Путь воина учит человека видеть мир как необъяснимую загадку и воспринимать себя загадкой в этом мире. На своем пути воин опирается на эффективность, силу и счастье, здоровье, юмор и разум. Сердце же воина защищает его от печали мира и делает воина неуязвимым, потому что сердце воина наполнено любовью к земле и всему живому. Абсолютно каждый человек способен изменить свою жизнь к лучшему. Для этого ему нужны ориентиры. Одним из таких ориентиров для современного человека может быть концепция нагвализма, о которой писал Кастанеда. Идея любви к земле способна наполнить жизнь человека, помочь ему раскрыть свой потенциал и сделать его счастливым. Для этого он должен понять, откуда он пришел, где он находится и куда он идет. Связь с землей раскроет человеку тайну мира и мировую тайну в самом человеке. Любовь к земле и всему живому объединит человека со всеми людьми на планете, звездами и всеми планетами, и подарит счастье быть частью судьбы всей Вселенной. Так человек вернет себе память о том, что он Бог, ступая по пути, у которого есть сердце.